Вот здесь зима оказалась для военных российских прям реально большим союзником. Это случай, такие морозы. На этом прицепе стоит предельно простая конструкция. Вот она, конструкторская мысль, которая движется за требованиями, которые выставляет поле боя. Надо было сделать что? Найти, что у тебя много и дешевле, сделать это максимально просто и без особых, так сказать, изысков, чтобы можно было масштабировать, потому что сколько у нас в России этих объектов, которые надо защищать. Вот это очень похоже на шубу с барского плеча. То есть Путин старается действовать с максимально сильной позиции. Понимаешь? Максимально сильной. Да, могу себе позволить. 7 суток? Да, пожалуйста, на, держи. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Как обычно, каждую субботу мы рассказываем о последних событиях. Я и журналист Евгений Ширяев, мой отец военный обозреватель Валерий Ширяев. Здравствуйте. Здравствуйте. Среднюю полосу России, конечно, занесло снегом, но ведь и на Украине эта зима из тех, каких не было много-много лет. И главным генералом сейчас является погода. Да, всего 3 населенных пункта на этой неделе было взято под контроль. Это Новояковлевка в Запорожской области, а также Старица в Харьковской области и в Харьковской же области Купянск-Узловой. Об этом мы еще поговорим. Да, если Купянск-Узловую в сторону отставить, то всего 2 населенных пункта получается. И это не просто так. То, совсем немного по сравнению с тем, сколько обычно за неделю удается над сколькими установить контроль. Свежим снегом занесло огромные участки фронта. И мы понимаем, что от дронов никуда не деться. И следы свежие, видны прям очень хорошо, с большой высоты. Искусственный интеллект мгновенно оператору подсказывает, где появились новые следы и так далее. И уйти от этого просто нельзя. И, как сказал источник один с фронта, гробить бойцов никто не хочет. В общем-то, фронт встал, потому что в таком демаскирующей в такой обстановке идти в наступление – это смерти подобно. И особенно, конечно, это видно в тех местах, где просто голая степь совсем, где нет ни кустика, ничего. Значит, в первую очередь, конечно, это Запорожская область. То, что группировка войск «Восток» просто остановилась, это не только потому, что туда перебросили большое количество резервов украинцев, это тоже правда, да, но еще в первую очередь потому, что там просто чисто поле. Это, хотя за эту неделю они зашли в железнодорожное, зацепились за его край, там какие-то группы присутствуют, идут бои там внутри населенного пункта, но все-таки вся остановка по фронту, она, при том, что бои продолжаются, их снижение интенсивности связано именно с погодой. Конечно, где можно продолжать? В городах. В городах, там, где можно скрыться, быстро перебежать от дома к дому. Там тоже снег оставляет свои следы. Единственным вариантом для наступающих в этой ситуации остается идея использовать густой снегопад. Так же, как у зайца, который выбегает на улицу, не опасаясь, что волк найдет его следы, потому что он знает, что через полчаса следы заметет. И если бойцы проходят во время снегопада, они могут понимать, что да, их следы не обнаружат. А насчет городов? Поясни, какие города-то, если никаких продвижений в новые города нету? Да и не будет, потому что городские бои тяжелые, вязкие, они очень долго идут, как мы можем вспомнить, сколько там бои шли в Покровске, Мирнограде. Самое сейчас, где самое интенсивное наступление продолжается, это, конечно, Лиман. В Лимане это уже точно, это не подход, не приближение к окраине, как это сейчас происходит в Константиновке точно, да, где завязались бои на окраине, но это только на самом. В Лимане уже прям полноценные городские бои, на нескольких улицах продвижения прям явно.
И, по всей видимости, прямо вот по концентрации войск видно, что скоро начнется инфильтрация туда, судя по всему, вот по тому же сценарию, который был в Покровске. Но, в общем, накануне снегопадов российская армия зашла в несколько населенных пунктов. И вот в этих населенных пунктах действительно могут всю зиму при любых условиях продолжаться бои, с меньшей опасностью для бойцов, так скажем, да. Говоря о Лимане, о боях в Лимане, надо сказать, что по-прежнему важнейшая часть – это логистика. То есть, вот мы сказали нашим зрителям, что фронт встал. А вот авиация, артиллерия, это все работает в полный рост, вот ничего не изменилось в этом смысле. И усилия российского командования по обрезанию логистики, по перекрытию путей подвоза, доступа и так далее, все это остается. И вот в Лимане конкретно, прям видео за видео зачастую мы видим, который публикует российская армия, о том, как украинцы наводят на свой, через Северский Донец переправы, мосты там давно уже разрушили, и как российская армия их уничтожает. А они новые переправы наводят, а их опять уничтожают, потому что в Лимане войска украинские стоят на плацдарме, огороженном рекой. И река эта не маленькая. Вчера я померил 130 метров шириной. Это прилично, это очень прилично. Поэтому, конечно, вот борьба за доставку боеприпасов и так далее на фронт или пресечение их, она вот продолжается. Это главная составляющая зимней кампании будет. В докладе Герасимова, где он как раз-таки упоминал взятие под контроль Купянского узлового, в его речи было использовано выражение «полоса безопасности». Да. Это вот в применении к тем небольшим населенным пунктам на севере, группировки войск севера, которые занимает в Сумской и Харьковской областях. Вот он это называет полоса безопасности. Но мы уже в прошлый раз говорили о их значении, почему так получается и так далее. Знаешь, я обратил внимание, может быть, он чаще это говорил, но я второй раз встречаю в официальных речах это выражение. Раньше была буферная зона, но полоса безопасности – это трактовка более широкая. Она может возникнуть где угодно, не обязательно на границе. И я подозреваю, что в таком вот варианте эта идея может быть представлена на переговорах в Эмиратах. То есть Россия может потребовать обезопасить какие-то свои вот там приобретения новые, которые, теперь включены в Конституцию уже, да, вот каких-то территориальных решений, которые сейчас обсуждаются. И там вот именно вот полоса безопасности может фигурировать как термин. История с Купянским узловым. Да. Если смотреть на абсолютно все карты всех российских команд, которые эти карты готовят, в Купянске, есть часть, занятая российскими войсками, но даже близко их нету в районе населенного вот того перевалочного пункта, узла Купянско-узловой. На наших глазах, вот уж который месяц, развивается прям в общественной сфере явление у нас, которое я, может быть, и с иронией, но оно базируется, так сказать, эта ирония на конкретных фактах многочисленных, называю восстание картографов. Вот люди, которые, их много довольно, занимаются публикацией карт, следят за продвижением по линии фронта в обе стороны. Они используют, конечно же, открытые источники, как классические асинтеры, они же, соответственно, получают сообщения с фронта, от источников, а это очень важно. Это важнее вообще всего остального, на самом деле, да. Базируется в основном все на этом. Да. Ну и, конечно, спутниковые снимки, там вот такие вещи.
Все эти люди, они работают в условиях конкуренции, они конкурируют за подписчиков, и для них очень важно, значит, чтобы все-таки относительно более-менее их информация соответствовала действительности, потому что любая там ложь или преднамеренная ложь, не просто ошибка, а вот преднамеренная ложь, она в конце концов становится явной, люди начинают терять подписчиков, и в результате и для командования, для их товарищей на фронте они уже меньше значения имеют. Вот, поэтому это им не дает полностью перейти на сторону генерального штаба. Они вынуждены просто указывать, что нет, все не так, да? Ну, вот как мы недавно увидели. Каким образом, кто пытается, значит, донести свое мнение, что они не согласны с тем, что Купинский узловой захвачен. Кто-то начинает публиковать, некоторые из них, продвижение украинской армии. Раньше этого не было так массово. Сейчас прямо многие стали говорить: так, российская армия заняла вот этот пункт, а украинская армия заняла вот такой-то. То, чего в официальных сообщениях Министерства обороны вообще никогда не бывает. Да. Но много упирается в личности, много упирается в характер человека и так далее. Тем не менее, о том, что многие доклады с мест не соответствуют действительности, мы увидели прямо сейчас. Количество постов миллионных, вообще, так сказать, авторов с миллионами подписчиков, которые прямо вот не соглашаются с докладом Герасимова, оно очень большое. Здесь, да, я вот называю восстание картографов для себя. И ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Уж как человек с историческим образованием. Я вот не дождался, что Министерство обороны пойдет на такой шаг и опубликует свою историю афганской войны. Не получилось у меня, в общем, как бы, но хорошо. Может быть, в будущем это сделают. Но ведь и историю российско-украинского конфликта тоже напишут когда-нибудь. И вот я прям предвижу, что будет как бы история, которая будет описывать официальные сообщения, и рядом будут стоять сообщения, как оно было на самом деле на фронте. То есть это важнейшая штука такая. В ближайшее время мы покажем нашим зрителям потрясающее совершенно издание, потрясающее, сделанное для государя-императора, когда один человек записывал каждый день события одного дня в Первой мировой войне, свои события. И из этого фотографии и так далее сделали много томов, 15 килограмм весит. Вот. И у меня это вот издание будет уникальное, и мы его покажем. Вот как действительно события на фронте могут документироваться. Вот, к бабке не ходи. Будет параллельное издание. То есть не параллельно, а прямо в одном издании об этом конфликте будет позиция генерального штаба и реальные события, которые не всегда будут совпадать. В последнее время обе стороны начали активно подделывать так называемые геопривязки. Научились подделывать. И уже невозможно установить истинность фотографий, видео и так далее. Да? Помимо того, что стали флаги сбрасывать с помощью квадрокоптеров, еще и вдобавок ко всему началась активная политика вот этого флаговтыка, когда обе стороны просто диверсионная группа заходит, флаг показывает и уходит. Очень тяжело понять, является контроль, если над населенным пунктом, если противник нанес по нему удар. Может быть, там есть просто два человека, по которым отбомбились, а он вовсе не захвачен. И это тоже. То есть все тяжелее и тяжелее устанавливать вот истину. Так, тут небольшое экстренное включение, потому что вечером в четверг Трамп вдруг неожиданно объявил, что Россия временно прекратила удары по украинской энергетической инфраструктуре, потому что он договорился об этом с Путиным. И потом это же подтвердил Зеленский. От России на момент записи никаких подтверждений этому не было. Да, нет, меня спросили Пескова, и Песков сказал: не комментируем. Вот так вот он сказал. Но это действительно событие,
Ну вот на этом графике взаимоотношений сторон в процессе российско-украинского конфликта это прям пик, 100% совершенно. Вот, трактуют его по-разному. Все, значит, кто так называемые Z-патриоты в России в большей своей части жалеют, что вот морозы наступает, как раз удобное время России, зачем ей отказываться от нанесения ударов, это проигрыш. Украинцы, наоборот, говорят, что нет никакого смысла, потому что уже и так страна в руинах, значит, надо продолжать сражаться. Ну, это я имею в виду самые крайние точки зрения, конечно же. С моей точки зрения ситуация выглядит так. Вот, вот все разговоры о том, что это как бы ситуация вот этого момента, вчера, там, неделя и так далее, это неправда. К этому ввели с 29 июня прошлого года. Именно тогда началась кампания массированных бомбардировок энергоинфраструктуры России. И последователи ее громили, она деградировала и довели до такого состояния, вот нынешнего, в котором эта ситуация стала возможной. Она непосредственно вытекает из переговоров в Абу-Даби. Еще раз напомним, коротко, что это были экстраординарные переговоры, они нигде не заявлялись, о них никто не знал, инструкции были даны российской делегации ночью, и вылетели в Абу-Даби военные, которые должны очень жестко прессовать, как я понимаю, своих, так сказать, собеседников. То есть потом мы увидели в новостях, как минимум от 2 источников, на самом деле больше, что украинцы прямо по ходу переговоров подняли вопрос о срочном соглашении о моратории, о нанесении ударов на энергетическую инфраструктуру. Еще 27 сентября Зеленский заявил, в том числе, и, кстати говоря, в разговоре Трампу он это сказал, 27 сентября, что если Путин устроит блэкаут в Киеве, то мы ему устроим блэкаут в Москве. Это своеобразная такая заочная перекличка поединок характеров и личные отношения. Вот такие они личные отношения, понимаешь? Я тебе блэкаут устрою, ну что ж, посмотрим. И вот наступает еще не блэкаут, но близко к этому в Киеве и во многих других городах Украины. Еще раз говорю, длительная бомбардировка – это результат целой огромной кампании. На это все настраивают. То, что у российского генерального штаба есть целая команда консультантов из гражданских специалистов по энергетике, у меня сомнений нет в этом никаких. Абсолютно. Украинская энергетика устроена так же, как российская. Это мы наследники Советского Союза. И как там все устроено, сделано? Вот военных консультировали гражданские, профессионалы. Теперь, что касается эмоциональной оценки. Это все сопровождается огромным, тяжелейшими страданиями мирного населения. Это все показывают по телевизору, в соцсетях, мы все это видим. Эта оценка зависит от того, на какой стороне стоит наблюдатель. Но если исходить из понятия эффективности, так как ее понимают военные, вот просто эффективность, то да, начатая летом в июне бомбардировка в феврале, ну, в конце января привела к результату. То есть Путин своего добился. Очевидно совершенно для меня, что в Абу-Даби украинцам было отказано. Никакого моратория Россия заключить не захотела, а их срочно туда вызывали именно для этого под предлогом вообще общих переговоров. Украина пыталась, сказать, ну, неправильное слово, тихой сапой так нельзя говорить, но, в общем, как бы встроить в общую канву переговоров мораторий. Вот. И там не получилось. И тогда уже после этого Зеленский обратился к Трампу, а Трамп обратился к Путину. Вот такие взаимоотношения. Теперь все вышло как бы в течение личных взаимоотношений Путина и Трампа. Это Путин делает
жест доброй воли. Вообще, это не мораторий никакой на самом деле. Это всего лишь приостановка бомбардировок на 7 суток, так сказал Трамп. Это не мораторий. Вот это очень похоже на шубу с барского плеча. То есть Путин старается действовать с максимально сильной позицией. Понимаешь? Максимально сильной. Да, могу себе позволить. 7 суток? Да, пожалуйста, на, держи. То есть он сначала подвел к тому, что Зеленский пришел, попросил моратория, отказал ему. Зеленский пошел к Трампу, Трамп попросил, Трампу нет отказа. Конечно, сделаем. Объясни, а зачем нужно вообще на 7 дней делать перерыв? Что это дает? Просто переждать все морозы или что? Хоть как-то... Трамп сказал, что морозы экстраординарные, такого еще не было, и поэтому вот давайте мирное население страдает. Путин сказал, ну что ж, примем это во внимание. Давай поговорим о том, что это для военных означает. Потому что сейчас уже появились голоса. Сегодня прямо вот я читал в соцсетях, в том числе и у украинцев, как ни странно, о том, что ничего страшного, сейчас переждем, наступает потепление. Так вот, февраль и март и у нас, и на Украине это месяцы с стабильной отрицательной ночной температурой. Никакого тепла не будет. Впереди еще 2 месяца запасу этой кампании бомбардировок. Путин всего лишь 7 дней отдал. Да, самых сильных морозов может быть. Но при этом у него запас по времени 2 месяца впереди. Судя по тому, с какой скоростью Зеленский хотел заключить это соглашение, действительно положение самой инфраструктуры тяжелое. То есть вопрос стоит о том, добьем или не добьем ее до конца. То есть деградация дошла до того, что каждый последующий удар с такой же силой, таким же количеством беспилотников, таким же количеством ракет, будет приводить к худшим результатам. То есть разрушения будут примерно одинаковые, а вот сама система, вся энергосистема Украины, будет все хуже и хуже работать, то есть намного сильнее. Каждый удар будет приводить к гораздо большей амплитуде разрушений. И понятно, что не справляются ремонтные бригады Украины. Уже совершенно очевидно. Значит, куча фотографий на улицах Киева работают ремонтные бригады из-за Львова, причем чуть ли не половина Львова, как я сейчас выяснил, да, туда, я имею в виду энергетики, выехали в Киев. Огромное количество других городов, где на самом деле свои проблемы, и там этой энергетики тоже нужны. То есть пытаются спасти столицу замерзающие. В общем, при том, что на фронте все стоит, действительно, вот здесь зима оказалась для военных российских прям реально большим союзником. Это случай, такие морозы. Собственно говоря, тогда перейдем к переговорам. Прошла уже неделя, и какие сейчас изменения в итоге? Ты знаешь, вот единственная интересная деталь, которую я узнал на этой неделе, благодаря статье, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», что стороны обсуждали в том числе использование контингентов то ли наблюдателей, то ли миротворцев из нейтральных стран. Это для меня важно. Почему? Потому что я об этом рассказывал, говорили много-много раз. Это как раз то, что приемлемо России, да, совершенно точно. И если уж они обсуждают какие-то там вопросы буферной зоны или, предположим, то, что обе стороны отводят свои войска из Донецкого, с линии разграничения Донецкой области и так далее, а кому административно они будут подчиняться, кто будет это контролировать. И вот, в принципе, как идея, что там могут стоять не войска НАТО, как сейчас предлагают там Макрон, а, предположим, там индийцы или бразильцы. Кстати, Индонезия очень часто вот в таких ситуациях использует свои войска, предлагает свои войска. ООН. Да, для ООН. Вот это вот все, конечно же,
пододвигает к положительному решению. Это хороший признак на самом деле. В России уже давно как бы был план создать свой Starlink. Ну, несколько лет как минимум. Да. Ну вот появилась новость, 16 спутников не будут запущены, их запуск отложили. Ну, ты знаешь, давай на эту тему поговорим прям сразу более подробно. Не на эту тему, а сразу несколько тем сошлось вместе на этой неделе. Они все касаются спутникового интернета. Значит, это бюро 1440 называется компания. Она связана с Мегафоном. Этот проект называется «Рассвет». К 1935 году они обещают это 900 спутников. Но первые 16, сейчас 6 спутников на орбите. Они экспериментальные, все проверили, работает. Первые 16 спутников должны были быть запущены в конце 1925 года. И они не запустились. Значит, большинство экспертов считает, что просто не успели изготовить сами спутники. Не факт, но компания жестко ушла от ответа. Значит, сказала, что это конфиденциальная информация, никого не касается. И так далее. То, что у нас в космическом хозяйстве все неладно, я говорил много раз. О том, что у нас все проекты сдвигаются вправо, как говорят, да, то есть отодвигаются по времени, все практически проекты. И это тоже правда. Ну вот, например, у нас государственные конторы, которые, компания, да, которая делала спутники именно для науки, ВПК и так далее, было, так сказать, объединение имени академика Решетнева. В октябре его руководители сняли. Недостаточное внедрение импортозамещения. Ну, это что означает? Что надо делать свои собственные приборы, а не покупать китайские, американские. Американских нет, никто не дает. Значит, не получается что-то. Прямой пример. Поэтому и бюро 1440 вполне возможно сталкивается с теми же самыми проблемами. Да? Значит, из чего делать эти спутники и так далее. Они должны быть, вообще говоря, уже отечественные все. Но, видимо, не хватает ресурсов на это. Это все очень ждут на фронте, я говорил об этом не раз. Мы, конечно, понимаем, что вот этот проект «Рассвет» – это не Starlink Илона Маска. Там у него на высоте 500 километров 7 тысяч спутников, которые рассчитаны на потребителя. Они, конечно, это не смартфон, это достаточно громоздкое приемное устройство, да, терминал. И все-таки она рассчитана на человека, который вот заключает договор, все, купил в магазине, активировал и пользуйся. Эти терминалы, они все-таки больше похожи по идеологии на конкурирующую компанию, очень мощную, OneWeb, которая, если я не ошибаюсь, сейчас английско-индийская. Это европейская контора, которая предполагает спутники использовать для юридических лиц. То есть для фирм. Не для одного человека, а для компаний и так далее. Вот похоже на то, что «Рассвет» будет вот таким образом использоваться, не для частных лиц. Конечно, военные ждут в первую очередь его. Большая группировка спутниковая, построенная на современных технологиях, просто меняет поле боя кардинально. Это, значит, нам Илон Маск всем продемонстрировал. Если это частная компания, которая работает на юридические лица, они не смогут все свои спутники отправить на фронт. Нет, конечно. Нет, конечно. Этого тогда недостаточно? Дальше предполагают, что будет масштабирование, увеличит. Это первый план. Не забудем, что российские военные используют спутники Starlink на Украине, если они находятся на территории территориальной Украины. Там Starlink-то действует, в отличие от России. Они могут пользоваться терминалами Starlink, которые там в серую куплены. Да. Даже не в серую, официально. Прям целая индустрия возникает. Посредники, это есть серая, это серая схема. Хорошо, согласен. Но вот у нас на глазах прям возникла целая, за год, за два последние, целая прям такая
сфера перекупщиков, которые закупают на Западе, а они активируются на каких-то людей конкретных. Это не просто так, там, то есть, ну, не любой человек может это сделать, надо уметь это все организовать. Да, главная проблема, что Илон Маск не может различить терминал Starlink, который установлен на российском беспилотнике, который над Киевом крутится, и теми тарелками, которые в самом Киеве стоят, украинские, и, да, работают на ту же армию. Вообще отличить невозможно. Нет такого учета, как вот, понимаешь, привезли на Украину какое-то количество терминалов, у них свои там номера какие-то электронные, мы все пересчитано, вот вам терминалы, а как чужой появляется, мы его сразу отключаем. Илон Маск этого сделать не может, у него коммерческая компания, которая рассчитана на любого покупателя абсолютно. И если бы российские военные включали Starlink, купленный в серую, на постоянной основе и использовали бы его как средство военной связи, наверное, можно было бы вычислить и отключить. А когда этот беспилотник включает на 1 час и там, на 2 часа, пока он над Киевом покружил, никто не успевает даже разобраться, это был, там, на кого это зарегистрировано и так далее, на какого-нибудь, там, я не знаю, члена, в смысле, человека из Абу-Даби или там, из Индонезии или из Латинской Америки. Поэтому у него возможности такой нет, потому что планировала сеть не как военную, а как гражданскую. И в результате гражданская сеть превзошла по своим возможностям любую военную сеть, вообще любую по масштабированию, по легкости, с которой она включается в управление. Просто потрясающе. Есть OneWeb, но есть и немецкий ответ на это. Rheinmetall. Компания, которая, всем известно, планирует свои военные заводы на Украине. В том числе и вот разрабатывает технологию спутников. Я так понимаю, военных спутников. Да, проект. Вот для нас чем это интересен случай? Я еще раз говорю, это только проект, там не проект, а идея, потому что даже аван-проекта у них нет. Но Rheinmetall – это ВПК, мощная очень контора, все понятно. Они хотят создать такую же группировку, сравнительно небольшую, как вот бюро 1440 или OneWeb, но только для Бундесвера. И вот представь себе, весь земной шар, Бундесвер, зона ответственности Европа. И надо спутники запустить, чтобы они везде летали, но при этом использовались только на очень небольшой территории вот, европейской, где же сидит Бундесвер. Они военные, специализированные, дорогие, и совсем нет никакой уверенности, что они будут работать лучше, чем гражданские. Вот стоит вопрос. А надо? Потому что Европа одновременно строит, развивает ни шатка, ни валка, честно скажу. Много очень у них бюрократических задержек, там, с финансированием и так далее, но развивает свою глобальную систему ИРИС. Это вот прямо аналог Старлинка. Так что делать? Вложить деньги эти, 35 миллиардов евро, которые выделены на военный космос в Германии, вложить их в ИРИС, сделать его еще мощнее, там, дополнительные спутники, свое железо для этого произвести, я имею в виду, аппаратные средства, которые будут шифровать трафик. Военные же не могут говорить там, да, обычными сетями. Зашифровка трафика, там все инфраструктуру сделать. Или все-таки строить свой собственный, военный, маленький, дорогой, и который еще не знаю, как будет работать. Вот это очень серьезно. Поэтому все, что в головах у российских генералов, может быть очень похоже на то, что в головах у немецких генералов. Мы хотим свой, мы хотим, а вот у нас не получается, надо на это деньги бросить бюджетные и так далее, привлечь туда лучших специалистов. Или все-таки бюро 1440, дайте им возможность, пусть создаст для всех и выделить там кусок для военных. Вот это ключевая, между прочим, позиция. Потому что один за другим гражданские проекты космические доказывают свою большую эффективность и надежность, чем военные. Вот такая вот история. Я думаю, она российской отрасли ракетостроительной, вообще космической, касается прямо напрямую.
Есть еще одна система спутниковой навигации, альтернативная Starlink. Она предполагает запуск более дорогостоящих больших спутников, зато спутниковый сигнал будет ловиться прямо на обычный телефон. Да, называется эта компания AST Space Mobile. Базируется она в Техасе, там же, где вот, значит, Илон Маск, да. И ставку они сделали на большие антенны. То есть, прям противоположно. У Илона Маска антенны меньше, но зато они принимаются на мощный приемное устройство, терминал. А там, наоборот, большие антенны, но сигнал слабеет, и его достаточно для того, чтобы зацепиться за смартфон. Как это работает? Просто непонятно. Для спутникового сигнала, по идее, должен быть специальный чип установлен в телефон или что такое? Нет, это просто сигнал спутниковый в частоте 5G. Вот специально для них выделено 5G, все, они вещают, там вы подали заявки куда положено, все. Значит, любой смартфон, они тестируют это все сейчас на этих самых, на Apple, значит, смартфонах. Ну, конечно, все это и на Android перейдет также точно. Запустили сейчас 6 спутников. Вот Bluebird 6, последний, у него антенна уже там многие, там сотни метров квадратных. За счет этого они, значит, вот у них это получается, пропускная способность у них меньше. Не так быстро сайт открывается и так далее, все понятно. Да, у Илона Маска прямо это очень серьезно все. Но у него все по-другому, потому что это, это не смартфон, с собой не потаскаешь так особенно. Это терминал. Есть специальная такая ироническая фотография с фронта. Российский боец, у него лошадь, и он на лошади скачет. И к седлу приторочен терминал, установлен, спутниковой связи на лошади. Вот. Но это юмор, конечно. На самом деле, действительно, когда он разворачивался, терминал, это уже стационарный объект, его так не поворачиваешь туда-сюда. А смартфон, это мечта военного. Просто вот все шифрование можно перенести на аппаратную часть, которая при приземлении луча спутника на Земле, потому что американская армия, американские спутники, все можно совместить, да? Вот. А аппаратное шифрование, шифрование в самом смартфоне, оно программными средствами достигается. Но это все, это просто где бы ты ни оказался, раз смартфон достал, и ты уже в боевом управлении, там планшет подключил. Качество связи. Вопрос. Если AST Mobile, Space Mobile удастся, вот этот эксперимент, они смогут его масштабировать и быстро, у них вылетит сразу вот вся эта статья расходов гигантская на производство терминалов. И это будет, конечно, фурор на рынке. Посмотрим, как оно будет. Надо сказать, что вот эту разницу, коллизия, которая возникла между специализированными, дорогими и военными системами спутниковыми и гражданскими, большими, которые упрощенные, рассчитаны на максимальное завоевание рынка, чтобы человеку было просто, без проблем, сказать, вот всем этим пользоваться, без заморочек. Это вот коллизию, ее даже вполне ответственные чиновники, большие, значит, еще пока не понимают. Это об этом говорит, кстати, переписка вот на этой неделе, не переписка, а такая краткая перепалка в социальных сетях заместителя премьер-министра Польши Сикорского, который написал Илону Маску из-за того, что над Киевом заметили российские дроны, на которых установлены были терминалы Starlink, серый завод, да, через посредников. Он ему написал, что вот, мол, видишь, какие вещи сказать. Очень резко ему Маск ответил, написал, ты не понимаешь, на этом стоит вся армия Украины. Действительно, не менее 35 тысяч терминалов вообще на самом деле. И это вот говорит, да, и при этом Польша еще вдобавок ко всему оплачивает эти сигналы. Не все, но значительную часть, да. Вот это все вот говорит о том, что пока даже основы этой проблемы не понимают даже крупной политики зачастую.
Ну, началась боевая эксплуатация систем защиты инфраструктуры «Зубр», которая должна оборонять, например, НПЗ от прилетов дронов. Да, объекты. Это... Его уже как минимум год видели на фронте, но, видимо, были испытания. Вот. Когда мы его увидели на фотографии, все понятно, что это просто прицеп, на который установлена автоматическая турель, ну, такое устройство, которое поворачивает во все стороны, да, закрепленное на ней 4 пулемета. Это ПКТ, пулемет Калашникова танковый, 7,62 мм, дальность стрельбы 1,5 километра. Значит, этих пулеметов в России просто как грязи. Так же точно, как и патронов для них. Да, это такой ресурс, ну, не то чтобы неисчерпаемый, но очень большой. Эта система модульная, то есть они связываются в одну систему под управлением радиолокатора. Несколько штук может стоять, да. Ну, понятно, что если 1,5 километра дальность, значит, можно очертить круг диаметром 1,5 километра, значит, от точки, где он стоит, где он за него отвечает за этот круг, и, значит, сбивает все, что там попадается в него, в этом круге. И работает это все автоматически. То есть, эта турель ездит 360 градусов. Да, да. Ты должен, самое главное, расположить так его, ну, чтобы она смотрела на самые опасные направления. И если уж у тебя прям какой-то гигантский завод, вот типа Ярославского шинного завода, многие квадратные километры, ты должен, ну, десяток, 2 десятка, там, 3 десятка поставить по периметру, да, и, может быть, что-то внутри еще расположить, чтобы они гарантированно все сбивали. Но, в принципе, если у тебя объект небольшой, ну, нефтебаза, ну, там, 3 десятка этих цистерн, да, каких-то стоит, тут одной штуки достаточно. Больше нет. Да, они работают автоматически, то есть радиолокатор определяет, главное, чтобы он их находил, главное, чтобы он их уверенно видел, эти беспилотники-то. Вот это вот самое основное. Потом дальше в дело вступает компьютер, который определяет, так сказать, куда, в какую точку пространства навести и начать стрельбу, да, и турель автоматически по команде компьютера все это, значит, направляет, и человек, оператор, дает команду на стрельбу, то есть кнопку нажимает, огонь. Вот это делает человек. Все остальное делается автоматически, и сопровождение тоже. Идея-то не нова. И она и в зарубежных армиях также развивалась. Значит, автоматически наводить зенитную артиллерию малого калибра на самолеты и автоматически их сбивать умели уже в середине 60-х годов. Это та самая система зенитная «Шилка». 4 значит, ствола 23 миллиметра малого калибра зенитной артиллерии на 2 километра она стреляет. Я его в Афганистане видел, как она по наземным целям работает. Очень мощная машина. Вот. Но у нее гусеницы, трансмиссия, двигатель, все это танк просто, который тащит на себе вот это вот радиолокатор и спаренную установку. Вот она делалась для того, чтобы охранять, сбивать штурмовики, самолеты НАТО, которые атакуют российские колонны. А здесь мы видим предельное упрощение, удешевление всего. Отказались от этого, от самого этого самодвижущей установки, все, от всего. И упростили, удешевили резко сами средства стрельбы. Это не пушки уже заслужены дорогими снарядами, а просто пулеметы зенитные. Этого достаточно, когда они вчетвером работают, ну, для кучности, да, они достигают своей цели, они сбивают эти, значит, как считается, по крайней мере, так, ну, раз тех объявил, что сбивают. На этом прицепе стоит предельно простая конструкция. Вот она, конструкторская мысль, которая движется за требованиями, которые выставляет поле боя. Надо было сделать что? Найти, что у тебя много и дешевле, сделать это максимально просто и без особых, так сказать, изысков, чтобы можно было масштабировать, потому что сколько у нас в России этих объектов, которые надо защищать? Ну, аэродромы, кстати, тоже в том числе сюда входят в этот список. Список огромный. Маслозаводы всякие, бог знает чего, да? Никаких этих самых резервистов не хватит. Если сейчас промышленность научится быстро производить большое количество таких, ну, дешевых систем, которые достаточно эффективны против этих несложных целей, цель несложная, это не реактивный истребитель. Вот. Ну,
тогда, значит, это будет как бы зачет. Но мы посмотрим, потому что сейчас наступает что? Тестирование в боевых условиях, испытание боевого применения, наработка опыта. Вот все впереди. Ну, в общем, вот то, что сделали дешевый, неказистый, на внешний вид даже некоторые так посмеялись, и такой есть, я бы сказал, что нет. Это, между прочим, максимально адекватный ответ вот тем налетам, которые Украина устраивает вглубь территории России. Насколько я понимаю, еще осенью прошлого уже минувшего года в Китае произошли очень серьезные изменения в верхушке военного командования. Но известно об этом стало позднее значительно. Ну, по крайней мере... Нет, не совсем так. А изменения начались осенью, а закончились в январе. Угу. То есть это прям несколько месяцев шло. Китай 24 или 25 января армейская газета, китайская, это официальный орган Министерства обороны, значит, сообщила, что арестован Джан Юйся, это, значит, главнокомандующий, и тогда все сразу посчитали, что да, вместе с ним еще несколько человек, и сразу посчитали, что вообще-то с осени прямо целый ряд, более 20 генералов китайских исчезли из публичной сферы. Никто не знает, где они и так далее. И тут вот этот разгром Верховного органа военного управления Китая. Почему? Потому что все эти генералы, ну, высшие генералы, да, они все глубоко интегрированы в систему управления Китайской коммунистической партии. Это прям как вот в Советском Союзе. Не может быть генерал и не быть членом Центрального комитета партии. Не может быть. А этот Джан Юйся, он был членом Политбюро. Но это как заместителя Брежнева там арестовали или еще кого-нибудь, понимаешь? А верховный главнокомандующий – это Си Цзиньпинь. И вот Си Цзиньпинь и один там, назовем его так, офицер связи, да, генерал, который его заместитель в этом органе, а остальные 5 человек, всего 7 было в этом верховном органе управления армией, начальник генерального штаба, ну, он там по-другому немножко называется, но это начальник генерального штаба, заместители все вдруг арестованы очень быстро. И из 7 человек остаются 2. Собственно, сам Си Цзиньпинь и тот человек, который осуществляет там его связь с внешним миром в армии. Да? Обезглавлена верхушка китайской армии. Американцы не знают, как даже реагировать сейчас, потому что прямо противоположное мнение. Вот мое личное мнение, поскольку армия действительно обезглавлена, прямо одномоментно, это тебе не арест Тимура Иванова. Понимаешь? Нет, это не увольнение Сергея Кужугетовича Шойгу, там, перевод на другую должность. Это прямо аресты. И тут же это вот все, на мой взгляд, прямое как бы указание на то, что опасность интервенции на Тайвань отступила. Тайвань в таком положении армии атаковать невозможно. Абсолютно. Ну, начальников нету, да, как бы. И армия сейчас дезориентирована. Еще огромное количество других генералов, мы уже говорили об этом, арестованы. Может быть, они находятся под домашним арестом, а прям не в кандалах, да? Может быть. Но, тем не менее, против них возбуждены производства. Там дисциплинарные, партийные, уголовные и так далее. Это следствие такого сложного устройства китайского государства вообще и политики. Одна журналистка, которая брала у китайского профессора там интервью по этому поводу, она сразу тут же вспомнила сталинские чистки и о том, как Сталин прямо перед войной перестрелял огромное количество высших офицеров, там, маршалов и так далее. Все. Она сказала, что да, это очень похоже. Накануне такого события все говорили, вот-вот на Тайвань нападет Китай. Целая стратегия национальной безопасности США была изменена из-за этого, что Китай теперь главный противник, кто на Тайвань хочет. И вдруг в армии сносится вся верхушка. Важнейшее событие на самом деле. Так вот, они все
члены высших управляющих органов коммунистической партии, все эти генералы. И по мнению наших источников, и по мнению независимых китайских источников, которые в США находятся, да, или там в Европе, все, кто хорошо знает ситуацию изнутри, говорят, это борьба башен. То есть это не преступление генералов, не воровство, не... коррупция может быть там, что это как сопровождающее такое обстоятельство. На самом деле это политическая борьба. Си Цзиньпинь просто снес целую группу людей, в которых он видел своих политических противников. Вот. И это характерно не для демократического государства, а именно для такого, ну, фактически тоталитарного государства, каким является, ну, Китай не тоталитарное государство, но управляется по-прежнему вот таким способом. КПК, пирамидой, вниз пошло соподчинение. Поскольку там ничего не регулируется специальными правилами, сдержками, противовесами, да, вернее, кое-что регулируется, но очень слабо. Недостаточно правил, которые объясняют, где кто должен находиться и чем заведовать. Они все время это пересматривают там по ходу дела. Высший руководитель Си Цзиньпинь, он отменил ограничения по срокам уже теперь. И поскольку он теперь может бессрочно дальше избираться, судя по всему, ему надо убрать те центры влияния посторонние, которые могут возразить. То я думаю, так это обстоит. А ты говоришь, что это означает, что на Тайвань теперь вторжение отложено. Что если эти генералы были как раз сторонниками того, что не надо на Тайвань нападать? Да, есть такая версия. Она в Соединенных Штатах высказывается. Никто этого не знает на самом деле. Никто не знает позиции генералов. Это гадание на кофейной гуще. Но есть единственный момент, ну, такого нам ничего не говорит, но Белоусов Андрей Ремович, оказывается, вот буквально днями успел позвонить в Китай и поговорил уже с вновь назначенным министром обороны. Это какой-то там адмирал. Я не буду наших зрителей грузить китайскими фамилиями, потому что тут же все забудем сразу. Главное понимать, что адмирал китайский, который никогда не входил там в верхушку, вот, назначен временно министром обороны Китая. Мы узнали об этом благодаря звонку Белоусова. Развивается ситуация с Ираном. Трамп отправил авианосную ударную группу на Ближний Восток и требует какое-то заключение сделки с Ираном. Да, ну не просто авианосную ударную группу, еще и все военнослужащие вернулись на свои базы опять, ну, в этом регионе, там, на Аравийском полуострове. Туда переброшено огромное количество транспортной авиации. Очень много вот этих дозаправщиков, огромные самолеты, которые в воздухе самолеты заправляют с тем, чтобы увеличить их радиус действия. Да? То есть это, вот если брать за аналогию операцию против Мадуро, прям похоже. То есть перед тем, как Мадуро украли, там тоже длительное время на правительство Венесуэлы давили вот этой вот группировкой, которая там по морям, по Карибскому бассейну там моталась. Да? Здесь примерно то же самое. Похоже пока на военное давление, но само вот это использование такого сильного средства, как авианосная ударная группировка, говорит о том, что Трамп сам-то не уверен, удалось ли ему разбомбить этот иранский ядерный комплекс. Сумел ли он избавиться от этой опасности создания шиитской бомбы атомной? Потому что этого делящегося вещества, которое у Аятоллы было до налета, его вполне достаточно для того, чтобы произвести атомную бомбу в очень короткие сроки. Знаешь, сколько? 6-8 месяцев. Так или иначе, вот то, о чем мы рассказывали нашим зрителям, бомбардировка вот этой горы Фордо, там все это закончилось, видимо, частичным только успехом. Все-таки, судя по всему, разведка-то американская Трампу докладывает, что мощности сохранились. И вот эти центрифуги, которые там, так сказать, все это могут быстро сделать, все это, видимо, у Аятоллы есть.
Вот. И отсюда вот эта попытка давления, и он требует сделку. Ну, какая сделка? Понятно, он хочет, чтобы они там отменили свою ядерную программу. Значит, никаких сил на наземную операцию у американцев нет. Они, ну, сейчас, я имею в виду в этот момент, но они могут провести какой-нибудь по типу, как против Венесуэлы, спецоперацию, ну, высадить там десант, может быть, попытаться взорвать какой-нибудь завод подземный, там что-то в таком духе, да? Все? Ну и добавим, что Иран срочно сейчас строит сразу в нескольких местах по российским проектам современные вполне радиолокационные станции, которые должны увидеть уже по-настоящему заранее эти все большие самолеты, которые там дозаправщики, еще на территории Сирии. И это все может опять быть уничтожено. Вот на это, вот на радиолокаторы, направить удар сразу. Ну, на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели. Как всегда, просим вас подписываться на этот канал, подписываться на наш Телеграм и Бусти. Я рад, если наш выпуск вам понравился. Пожалуйста, пишите нам, какие темы вас интересуют. Мы постараемся отреагировать в будущем. До свидания. Всего хорошего. До свидания.